Друзья, привет! Решил поделиться информацией на тему, которая уже так достаточно прилично лет, и которые я уже раскрывал и в трансляциях, и в роликах, но хочется сделать один такой конкретный ролик на эту тему, чтобы закрыть этот вопрос. Конечно же, закрыть этот вопрос в ролике куда проще, чем закрыть его в реальной жизни, но тем не менее попробую рассказать, попробую осветить это, насколько это будет возможно. Тема эта связана с кармическим освобождением. Да? Многие из нас верят внутренне, что карма, уроки жизненные, уроки судьбы, уроки Бога, уроки Вселенной, они такие железобетонные, высеченные в камне, и никуда ты от них не отвертишься. С одной стороны, для низкого сознания эта концепция имеет право на существование, потому что она предполагает, что человек идет из жизни в жизнь, принимая и перенося с собой энергию, отношения, связки, привязки, которые он не доработал, возможно, в прошлом, и таким образом обеспечивается преемственность опыта души. Да, душа работает всегда над одним и тем же, просто в разных выражениях, в разных телах. С одной стороны, это выглядит как бы все разумно, стройно и понятно. Но если мы сюда добавляем компонент божественной природы человека, то тогда эта концепция выглядит довольно странно, как будто бы мы какие-то рабы чего-то большего, да, и мы вынуждены тянуть эту лямку. На самом деле, конечно, это не так. Если мы смотрим с позиции того, что человек есть на высших своих аспектах творец, то в таком случае мы одновременно с этим имеем свободу нести эту ношу, и одновременно с этим имеем творческую свободу, силу и потенциал от этой ноши избавиться. И вот именно о том, как избавиться от кармической ноши, и почему сейчас это возможно сделать, почему это возможно сделать года с 1987 плюс-минус, я сейчас расскажу. Во-первых, ни для кого из вас не секрет, что человечество проживает сдвиг. Сдвиг проживает планета, и на самом деле сдвиг проживает вся Вселенная, которая сфокусирована на этой планете свободного выбора. Я не буду здесь специально конкретизировать, почему так происходит. Это есть и в других семинарах и трансляциях, которые я давал. Это, кстати, сейчас самый, наверное, эзотеричный ролик из серии, потому что мы говорим о вещах, которые непроверяемые, у которых есть небольшие научные какие-то ярлычки, мы видим в физике, но в то же время мы не можем это доказать, мы можем это только почувствовать. Так вот, мы проживаем сдвиг. Это мы видим и в новых детях, и в новом сознании, и даже в потенциале мира на этой планете. Также мы это видим в изобретениях, в открытиях и в культуре. Посмотрите, какие темы затрагивают современные фильмы, например. Текущий вибрационный сдвиг, он происходит не только на уровне вибрации планеты, не только на уровне физики, не только на уровне культуры, но и на уровне сознания каждого конкретного человека. И когда мы говорим о сознании, то это не что-то эфемерное, но сознание – это физическая компонента этой реальности. Сознание неотделимо от физики. И когда меняется вибрация, меняется и способ работы сознания. Иными словами, текущий исторический этап подводит нас к точке, где мы чуть-чуть больше высвобождаем нашу осознанность, наш творческий потенциал. Еще раз повторюсь, мы видим это в наших детях. Когда мы смотрим на происходящее с такой точки зрения, то мы, разумеется, начинаем осознавать, что мы по чуть-чуть приближаемся к своей реальной творческой силе, к своему подлинному могуществу. Иными словами, мы соединяемся с высшими аспектами себя и востребуем их силу. На протяжении всей истории человечества, которую мы знаем, не берем сейчас более ранние этапы, человечество жило в определенной вибрации, в определенной энергетической парадигме. Эта парадигма создавала иллюзию отделенности, и эта завеса между тонким планом и проявленным планом в некотором смысле затрудняла процесс обретения собственной силы и вообще осознания себя как Бога-человека, как Творца. Поэтому в этой парадигме идея кармы, конечно же, была вот именно такой, как мы и до сих пор иногда думаем. То есть это что-то, данное нам свыше. Это что-то, что мы не выбираем, это какая-то лямка, которую мы тянем. Сейчас же мы подходим к этапу, когда у нас появляется возможность объединиться с высшими аспектами себя и востребовать свою творческую силу. Вместе с этой творческой силой нам дается и свобода, которую она дает. Эта свобода позволяет нам выбирать. Вот этот момент выбора
является самым значимым аспектом, самым значимым атрибутом Бога-человека. Он может выбирать уровень своей духовности, он может выбирать свою карму и свои контракты, он может сотворять новое и изменять старое. Он даже может изменить свой астрологический импринт или импринт дизайна человека, как вам удобно. Бога-человек способен на это. В отличие от человека старого мышления, который не объединен, и, соответственно, у него нет представления о своих творческих способностях, и нету этого рычага для изменения. Это не значит, что он не может осознать, но вот если мы берем срез сознания, то здесь просто это невозможно сделать. Человек может выйти на более высокий уровень сознания через чистое намерение и обрести эту способность. Здесь нет никакой ограниченности. Но мы просто говорим об вибрационных октавах. Поднимаясь, перемещаясь на новую вибрационную октаву, мы становимся творцами. И этап прецессии равноденствий, этап вибрационного сдвига на планете, он открывает эту возможность для всех, кто живет. И если он в определенном смысле создает потенциал, до которого каждый человек может дотянуться. Это еще, конечно, не потенциал божественности в ее какой-нибудь самой проявленной форме. Это не потенциал Бога, но это потенциал Бога-человека. Это потенциал того, кто объединяется со своим высшим Я и умеет управлять тем уроком, который происходит на этой планете. Если вы востребуете свою силу, то Вселенная откликается на это. Но чтобы востребовать свою силу, вам нужен инструмент, который называется чистое намерение. Чистое намерение – это намерение очищенное, освобожденное от страха, от инстинкта выживания, от привязок и от желаний нашего эго. Чистое намерение всегда связано с желанием обрести любовь и силу в внутренней чистоте, в внутренней целостности. Когда мы с открытым забралом, с распахнутыми доспехами идем навстречу Богу, то Бог дает нам все то, что нам нужно. И здесь никакого нет на самом деле какого-то эгоизма или представления о том, что нам нужно как-то, что мы нарушаем какие-то запреты. Старое сознание и религиозные системы очень сильно мешают, вот эти вот ограничения ментальные мешают нам ощутить то, что мы способны стоять перед Богом в полный рост и договариваться с Ним. Они говорят о том, что мы должны каяться, кланяться и выпрашивать что-то. Здесь идея про то, что мы идем к Богу как к брату или как к сестре, как к любящему родителю и востребуем свою силу. И если мы делаем это во внутренней чистоте, то Бог с радостью откликается, потому что Он именно это и хочет от нас. В некотором смысле наша карма и наши жизненные контракты растворяются, исчезают, когда мы понимаем их иллюзорность, когда мы понимаем, что у нас есть свобода их изменить. Я хочу, чтобы вы попробовали эту мысль подержать внутри себя и действительно понять, что это так. Если ты объединяешься и устанавливаешь связь в чистоте, в доверии, в освобождении от своего эго и от страха, выстраиваешь связь со своим высшим Я, со своим расширенным сознанием, квантовым сознанием, то в таком случае тебе просто нет необходимости нести эту старую вибрационную ношу. Если ты перемещаешься на новую вибрационную октаву, то старая просто не может в этом выжить. Если ты выражаешь чистое намерение очистить карму, то это уже является, внимание, это уже является показателем того, что старая карма с тобой больше не может резонировать. Тусклый свет не может жить в ярком свете, он будет освещен. Также и здесь, если ты осознаешь свою богочеловеческую природу, то тогда карма больше не имеет над тобой власти. И здесь, для того, чтобы вы попробовали это прочувствовать, во-первых, нужно пойти внутрь себя, в свой центр, в свою чистоту и в свою внутреннюю честность. И спросить себя, это так? Так ли это, что я могу управлять тем, что со мной происходит? Или это какое-то очередное эзотерическое разглагольствование, и на самом деле я должен страдать и каяться? Достоин ли я того, чтобы стоять равным перед Богом и творить свою судьбу вместе с Ним в сотворчестве? И если вы слышите, как ваше внутреннее «я» откликается «да», то в этом состоянии вы можете сказать: дорогой Дух, дорогой Бог, дорогая Вселенная, как вам удобно.
Я сотворяю вместе с тобой очищение того, что должно быть очищено, и отпускаю то, что больше не резонирует со мной. Я освобождаюсь от старой кармы и без сожаления отпускаю ее. И если вы говорите это, сохраняя состояние чистоты, то в таком случае изменения не заставят себя долго ждать. Если вы манифестируете очищение, то в таком случае это происходит. Происходит в 100% случаях из 100. Это то, что раньше в эзотерике называлось нейтральным имплантом. Намерение, чистое намерение, которое ликвидирует ту карму, которая больше не резонирует с вами. И это тот инструмент, до которого каждый, кто смотрит этот ролик, каждый, кто живет сейчас на планете, если он пойдет во внутреннюю чистоту, может до этого инструмента дотянуться, может его взять и может исправить в своей жизни то, что не работает, то, что, возможно, долгие годы его тяготило. Не обязательно говорить духу, как это должно быть, как это должно произойти. Не обязательно перечислять, от чего вы хотите избавиться, потому что он не где-то там, он прямо здесь и сейчас. Он был с вами каждое мгновение вашей жизни, он знает, через что вы прошли. Он знает, что составляет сердцевину вас, он знает, от чего болит ваше сердце, он знает ваши неудовлетворенности. Вам не нужно просить и перечислять Богу. Вы можете довериться и попросить, сотворить вместе с Ним. И очищение, избавление от того, что не работает. И будет от вас забрано, и будет очищено то, что в мягкости, в безопасности, в благополучии, в доброжелательности. Вы будете очищены от того, что причиняло вам страдания. Возможно, вы заметите, что другие люди по-другому стали к вам относиться. Возможно, появится больше сострадания в вас или в других людях. Возможно, вы увидите, что какие-то тяготящие ситуации в течение 3 месяцев испарятся. И, возможно, вы пройдете через этап смены вашей энергетики. Этот этап некоторые видящие люди называют как смена наставников, видят. Потому что вам может показаться, что ангелы-хранители оставили вас и появились новые. Вы можете испытать даже время, как будто вас обесточили, отключили. После этого чистого выражения, этого чистого намерения. Потому что ваша энергия произведет перезагрузку, как компьютер, будет отключена и включена заново на новой вибрационной частоте. И если у вас действительно есть желание, то вступите на этот путь, потому что уровень, который вас ждет после этого, он будет... Вы почувствуете большую чистоту в жизни, вы почувствуете большую свободу, большую легкость и больше собственной силы. Я прошел через это, и многие знакомые мне люди прошли через это. По всему миру много людей, которые знают о том, что они способны очистить свои старые контракты, прошли через это. И я хочу, чтобы вы, если вы еще не задумывались об этом, подумали об этой возможности. Это то, что может кардинальным образом изменить ваш уровень осознанности и вашу жизнь, и ваши отношения с другими людьми, даже ваши желания, цели, интересы и предпочтения. Когда вы выходите на уровень Творца своей жизни, и Творца своей судьбы, и Творца своей энергии, то здесь открывается большая перспектива, здесь открывается больше возможностей для радости. Это то, чем я хотел с вами поделиться. Я прошу вас... Если вам что-то непонятно, или если я могу чем-то еще подсказать, напишите мне ВКонтакте или здесь в комментариях на YouTube. Мы попробуем, возможно, еще какой-нибудь ролик записать на эту тему. А также есть второе видео, которое я выпущу чуть-чуть позже, которое будет называться «Как правильно молиться». Вот это видео даст второй кусочек информации, про который я чуть-чуть сейчас сегодня затронул в этом видео. Это будет вторая половина. И эти 2 видео вообще можно смотреть вместе и воспринимать как единое целое. Спасибо вам. Ставьте, если вам нравится, большой палец здесь на YouTube. Пишите вопросы для следующих роликов ниже. Я буду рад общаться с вами в таком формате. До свидания.